О SORM или системе оперативно-розыскных мероприятий в сети можно найти очень много информации той или иной степени достоверности. Многие статьи и комментарии противоречат друг другу, причем даже специалисты не всегда до конца понимают, как эта штука работает. Поэтому мы решили записать это видео, где попытаемся объяснить, что это такое и как это работает. Для того, чтобы понять идею SORM, наверное, необходимо немного погрузиться в историю вопроса. А история там длинная. Как только появились способы коммуникации, так сразу же появились и заказчики на прослушку этих каналов. Особенно в военных целях. Если вы разгадываете планы противника по перемещению войск или проникнете в тайны переписки влиятельных особ, то вы сможете вмешаться в эти планы и легче выиграть войну. Поэтому во все времена в историческом обозрении военные и государственные службы стремились защищать собственные каналы коммуникаций и противодействовать коммуникациям противника. Со временем коммуникации усложнялись и совершенствовались, изобрели телеграф, телефон, радиосвязь и, разумеется, эти технологии также стали предметом внимания для разведок всех стран. Но пока технологии не стали массовыми, это был удел исключительно государственных интересов. Впрочем, тайну почтовой связи декларировали уже в конце XVIII века, в том числе и в Российской империи. Первым зафиксированным случаем, когда правоохранительные органы всерьез использовали технологии прослушки телефонных переговоров, стало дело Олмстеда в 1928 году. Суть его заключалась в том, что очень успешный бутлегер, при этом, кстати, бывший полицейский, был пойман на незаконных операциях с алкоголем, благодаря установленным за ним слежке и прослушке телефонных переговоров. Надо отметить, что Олмстед действительно возил запрещенный сухим законом алкоголь, но все обвинения против него были основаны на показаниях полицейских, которые висели на проводе несколько месяцев. Адвокаты Олмстеда утверждали, что такие доказательства не могут быть рассмотрены судом, поскольку как раз нарушают поправку о неприкосновенности частной жизни. Но суд все же решил, что прослушка ничего не нарушает. Роя Олмстеда посадили. С тех пор правоохранительные органы по всему миру начали использовать контроль за телекоммуникациями для слежки за преступностью и политическими противниками. Из громких случаев применения прослушки можно отметить поимку Пабло Эскобара. Это очень известная операция спецслужб, в которой было задействовано тысячи людей и новейшие по тем временам технологии спутниковой связи. Еще более известным случаем с прослушкой стал Уотергейтский скандал. Тогда сотрудников спецслужб поймали за прослушиванием своих политических противников. И это стоило отставки президенту Ричарду Никсону. Эта история очень важна. Благодаря ей общество задумалось от контроля за органами в тайне связи. Но вернемся в Россию. История прослушки начинается, само собой, еще во времена СССР. В то время сам процесс был окутан пеленой государственной тайны, но свидетельства очевидцев утверждают, что вся телефонная сеть СССР находилась под контролем КГБ. Только в Москве было более 160 пунктов прослушивания. Размещались такие пункты на АТС, в некоторых зданиях КГБ и в центральном пункте прослушивания, который располагался на Варшавском шоссе. С распадом СССР развалился и КГБ, тем более, что технологии развивались, старое советское оборудование постепенно заменялось современным импортным оборудованием, телефонные компании стали частными предприятиями, и идея законного перехвата телефонных переговоров в современной России возникла уже после нескольких скандалов с прослушкой незаконной. Дело в том, что в те самые лихие 90-е оставшиеся без работы офицеры КГБ стали радостно наниматься на работу к всевозможным олигархам, которые очень интересовались переговорами конкурентов. И поскольку в конечном итоге все олигархи к концу 90-х пришли во власть, то тогдашний директор Федеральной службы безопасности Владимир Владимирович Путин решил, что пора бы возродить славные традиции. Официальный документ, где фигурирует аббревиатура SORM, система оперативно-розыскных мероприятий, это изменение в закон о связи, и приказ Министерства связи номер 130 от 25 июля 2000 года был подписан тогдашним министром связи Леонидом Рейманом. Некоторые положения из этого исторического документа, которые нужно отметить особо. SORM должен быть внедрен на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и сетях персонального радиовызова общего пользования. Оператор связи за свой счет осуществляет проектирование, приобретает оборудование, осуществляет монтаж и внедряет SORM на своих сетях. Собственно, система управляется из территориального управления ФСБ, дистанционно с помощью специального пульта управления. Оператор несет затраты на эксплуатацию SORM из собственных средств, включая каналы связи до пульта управления. В противном случае лицензия на оказание услуг связи у оператора может быть аннулирована.
Здесь нужно отдельно отметить, что статья 23 Конституции гарантирует гражданам тайну связи. При этом там же оговаривается, что ограничение тайны связи допускается только по решению суда, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 55. В 2003 году выходит новый закон о связи, и уже в нем, а также в многочисленных подзаконных актах, упоминается возможность использования СОРМ до решения суда в случаях, установленных федеральным законом. В российском СОРМ спецслужба самостоятельно, без обращения в суд, определяет пользователя, которого необходимо поставить на контроль, и самостоятельно это осуществляет. Поэтому на модели российского СОРМ нет отдельной административной функции, и можно сказать, что она интегрирована в пульт управления СОРМ. Нужно особо отметить, что все эти законы касались только и исключительно телефонной связи. До какого-то момента российские власти вообще не воспринимали интернет как коммуникационную среду, но телефонные переговоры контролировать научились довольно быстро, и даже появились конкурирующие ведомства по прослушке. По мере роста и проникновения интернета в нашу жизнь, спецслужбы все больше стали интересоваться и этим. СОРМ-2 – это неофициальное название СОРМ, предназначенного для слежки за действиями пользователей в сети интернет. Первые реализации СОРМ-2 появились еще в 2000 году, но эти системы просто протоколировали действия пользователей, записывая в огромные файлы адреса посещенных пользователями страничек в интернете. Первые системы слежки в интернете были неуклюжи и почти не работали. Дело в том, что сети передачи данных устроены сильно сложнее телефонных и очень быстро технически изменяются. Сармоделы просто не успевали за техническим прогрессом, и до 2007 года СОРМ-2 были весьма редким явлением на сетях операторов связи. Даже на очень крупных сетях многочисленных филиалов государственного связинвеста, сегодняшнего Ростелекома, СОРМ-2 внедрялся медленно и был практически бесполезным. Простой перенос практик телефонной прослушки здесь не работал. Приказ номер 144 и дополняющий приказ номер 6, которые как-то упорядочили использование СОРМ-2 на сетях передачи данных, появился только в январе 2008 года. Причем обратите внимание, что шестой приказ – это часть первая, вторая часть появится только в мае 2010. Это не все нормативные документы, конечно. СОРМ-2 продолжает совершенствоваться и по сей день. В 2014 году вышел приказ номер 83, а в 2016 появились приказы и постановления правительства, которые стали именовать СОРМ-3. Отличия с точки зрения пользователей не очень большие. Просто если СОРМ-2 был про логирование сеансов связи в сети интернет, то СОРМ-3 – это попытка собрать в одной точке всю информацию об абоненте. ФИО, адрес и прочие реквизиты, когда и сколько абонент платил за услуги, включая номер счета, с которого были перечислены деньги. Для мобильных операторов добавилась геолокация нахождения абонента по базовой станции. За СОРМ-3 отвечают перечисление номеров приказов мы даем не просто так. На самом деле это показатель того, что регулятор все больше и больше очерчивает рамки, какую информацию операторы связи должны собрать и передать спецслужбам. При этом нет ни одного публичного правового документа, который регламентировал бы права и обязанности спецслужб по отношению к собранным данным. Говорят, что ФСБ в этом отношении контролирует Генеральная прокуратура. Но опубликованных документов нет, а все попытки выяснить степень контроля пресекаются оговоркой «секретно». Из чего можно сделать вывод, что контроля на самом деле никакого нет, и спецслужбы могут получить доступ к телефонным соединениям и информации о любом пользователе. В качестве примера в деле по Кировлесу в доказательной базе были использованы материалы прослушки, снятые по совершенно другому делу. То есть следственные органы под фиктивным предлогом получили у судьи разрешение слушать все разговоры Навального и Белых, а потом нужные подшили к делу Кировлеса, что является абсолютно незаконным и нарушает конституционное право на тайну связи, по сути являясь уголовным преступлением. Следует ли из этого вывод, что российские правоохранительные органы всесильны и могут получить данные вашей переписки из интернета? В общем случае наш ответ нет, особенно если вы следуете 3 простым правилам. Первое. Для общения используйте нероссийский сервис. Второе. Соединение с сайтом защищено протоколом HTTPS. И третье. Лучше всего, конечно, пользоваться сервисом VPN.
Этот вывод мы делаем из того, что, во-первых, ко всем этим чудо-системам, на которые тратятся миллиарды рублей из кармана операторов связи, имеет доступ только ФСБ. У МВД, например, нет такой возможности, и они вынуждены каждый раз делать запросы для получения информации к операторам связи. Во-вторых, что происходит внутри подразделений ФСБ, которые управляют СОРМами, никому не известно. За все годы внедрения и эксплуатации систем оперативно-розыскных мероприятий нет ни одного публичного заявления о поимке злодеев с помощью этих чудо-систем. И в-третьих, чаще случается, что именно ФСБ, несмотря на наличие этого оборудования, оказывается совершенно бессильной перед современными вызовами киберпреступности. Судите сами. В прошлом году Россию захлестнула волна телефонного терроризма. Неизвестные звонили на телефоны школ, торговых центров, вокзалов и даже в администрации городов и регионов и сообщали о заложенных взрывных устройствах. Это приводило к массовым эвакуациям и серьезным потерям общества. Директор ФСБ Бортников обещал, что злодеи будут пойманы. И не сдержал обещания. В этом году, в январе, волна терроризма опять повторяется. И опять ФСБ бессильна. Таких случаев достаточно много. Хоть бы вот история с терактом в питерском метро, где виновным сделали телеграм. А все эти сотни сотрудников ФСБ на прослушке, конечно же, не виноваты. Почему так происходит, попробую объяснить. Проблема заключается в том, что наши генералы, как обычно, готовятся к прошедшей войне и плохо понимают, как устроены современные технологии. Решения СОРМ в России базируются из предпосылки, что сеть интернет устроена точно так же, как телефонная, с централизацией управления. Однако это не так. Интернет отличается от телефонии тем, что это несоизмеримо больший объем информации, тем, что коммуникации в интернете все больше используют криптографию, тем, что субъекты коммуникаций фактически равноправны. И еще раз напомним, что российский СОРМ строится за счет операторов. Система и результат всего этого необходимы государству, а платят частные компании. Не очень-то справедливо, не так ли? Это если бы, как вы платили за коммунальные услуги в полицейском участке, а они бы с каждым годом относились к этому более потребительски. Не выключали бы свет, лили бы воду почем зря и так далее. Именно таким образом и родился пакет Яровой. Когда просто сумасшедшие деньги нужно тратить на хранение бесполезных данных за счет операторов. На этих графиках статистика по запросам и одобрениям на прослушку в России и Америке. Мы не стали впрямую сопоставлять эти данные, потому что на диаграмме будет не видно США. 800 тысяч судебных решений в год в России и 4000 в США. Разница в 200 раз. Еще раз, в России проживает 146 миллионов человек, из которых прослушивают порядка 800 тысяч. То есть каждый 200-й гражданин России находится под прослушкой. И если в вашей телефонной книге больше 200 контактов, то почти наверняка ваши личные разговоры тоже прослушиваются. При этом данные детализации ваших звонков, содержание смс-сообщений, ваши передвижения по городу продаются и покупаются. Существует масса ресурсов в Даркнете и анонимных телеграм-каналов, которые мы не будем рекламировать, торгующих вашими данными за реальные деньги. Можно, конечно, предположить, что есть продажные сотрудники в телекоммуникационных компаниях, но есть также предположение и о том, что основным источником утечек является именно СОРМ и сотрудники, имеющие к нему доступ. Больше эти данные взять негде. Итак, что мы хотели сказать этим видео? Операторы связи тратят на СОРМ огромные деньги, исполняя при этом функции правоохранительных органов. Для реальной борьбы с преступностью он совершенно бесполезен, при этом для обычных пользователей является угрозой приватности и безопасности. Общество защиты интернета предупреждает, лучше не пользоваться мобильной и стационарной сетью для голосовых звонков. Выбирайте интернет, используя VPN и защищенные соединения. Следите за вашей информационной безопасностью.